Hi guys, this is LIVEnglishCoach and me, Nastoящее. In this short video lecture, we're going to talk about present simple and present continuous and the main points of difference between these two tenses. Друзья, всем привет, с вами LIVEnglishCoach и я, Настоящее. В этом коротком видеоуроке мы поговорим с вами о основных различиях времен Present Simple и Present Continuous, настоящее простое и настоящее продолженное время. We use present simple to describe things that are generally true, permanent situations or routines. Мы используем настоящее простое время, а не продолженное, для того, чтобы описать действия, которые происходят всегда, вообще, обычно, постоянно, какие-то рутинные действия или факты, которые всегда верны, например, явления природы. For example, he lives in Maastricht. This is a permanent or usual home for him. He always lives there. It is not something temporary, right? It is his usual permanent home. He always lives there. Он живет в Маастрихт. Маастрихт – это город в Голландии на границе с Бельгией. Это его обычное постоянное состояние, действие. Он постоянно там живет. Там его дом. У нас нет необходимости подчеркивать некий временный или продолженный аспект действия. Мы просто констатируем факт. Там его дом, он там живет. In July, it gets very hot in the day. Here we're talking about a generally true situations. We know that weather in summer can be hot, and in July it is even hotter because it is the peak of summer. В июле становится очень жарко в течение дня, или в июле погода становится очень жаркой в течение дня. Также время present simple, так как здесь мы говорим о неком истинном факте, об истинном факте явления природы. Это истина, которая все время верна. Летом жарко, а в июле становится еще жарче. И также нет необходимости подчеркивать некий временный аспект действия. Это некое действие, которое верно всегда, вообще, обычно, постоянно. We use present continuous to describe events which are happening now or around now, and also some temporary situations. Мы используем настоящее продолженное время для того, чтобы описать действия, которые совершаются сейчас, в данную секунду, в данный момент речи, или же наши временные рамки временности совершения действия могут быть немного шире, но все равно из контекста мы понимаем, что это какая-то временная ситуация. For example, he is staying with his aunt until he finds a flat. From the context, we understand that this is a temporary situation. He doesn't always live with his aunt. He's living with her right now because he's looking for a flat. When he finds a flat, he will live on his own, in his new flat. Он живет с тетей, и он сейчас проживает с тетей, пока не найдет себе квартиру. Из контекста мы понимаем, что это некая временная ситуация. Он не всегда, вообще обычно, постоянно живет, проживает с тетей, а это временная ситуация, пока он ищет себе квартиру. Он сейчас живет с тетей и сейчас ищет квартиру. He is staying with his aunt and he's looking for a flat. When he finds a flat, he will move. Как только он найдет квартиру, он переедет. Временная ситуация. It is getting colder at night. Here from the context, we also understand that this is a currently changing situation. We're not saying it is cold at night or it is always cold at night. We're talking about a certain action in progress. We're talking about a change. It is getting colder. So the weather is changing. It is becoming colder at night. Погода ночью становится холоднее или ночью холодает. Здесь мы имеем в виду не постоянный факт природы, что ночью холодно, а мы подчеркиваем именно аспект изменения в погоде. Холодает или становится холоднее ночью, ситуация меняется, и это изменение происходит либо в данный момент, либо
рамки нашей переменчивой ситуации немного шире. Например, это может быть не только данная секунда или данный день, это может быть, например, в течение месяца такая тенденция намечается. Все равно это время present continuous, настоящее продолженное, потому что мы говорим о меняющейся ситуации. This is about it for just now. For more free lectures, please visit my website liveenglishcoach.com/blog. Bye for now.